Здравствуйте. Меня зовут Светлана Доценко, и я расскажу вам о том, как искусственный интеллект и машинное обучение меняют образование навсегда. История началась 2 года назад, когда я прилетела в Алматы по работе. Первым делом я написала имейл своему старому другу, своему гарвардскому приятелю, с которым мы вместе учились, и который сейчас приехал сюда назад в Казахстан и работает здесь в финансовой сфере. Мы договорились встретиться на завтрак, и он сказал, что пригласит 2 других казахов, которые тоже получили американское образование. Мы пошли с ними в кафешку, сели, начали замечательно разговаривать, и я спросила, как же так получилось, что 3 простых казахских парней поступили в самые лучшие университеты мира. Ну, они сказали: Светлана, это было не самое сложное. Ну, мы учились здесь, да, в 7 классе, мы поступили здесь в очень сложную физико-математическую школу. Была школа-интернат, мы там занимались. Потом пошли на всемирные олимпиады. Ну, что всемирные олимпиады? Мы их выиграли, да, то есть там я выиграл по математике, да, то есть вот этот парень выиграл по физике, 3-й выиграл по программированию. Ну, и пригласили нас в университеты, да, в Гарвард, в MIT, да, то есть в Массачусетский институт технологий и в Калтех. Ну, я, конечно, понимаю, что это в целом сделать очень сложно, да, то есть, друзья мои, практически невозможно. И тут они добавляют, говорят, ну, ты знаешь, это было не самое сложное. Я говорю, а что же может быть сложнее? Самое сложное было то, что вот университеты заплатили нам за обучение, да, то есть они помогли нам покрыть стоимость проживания, стоимость питания, медицинской страховки, все, что только можно, но они не заплатили нам одну вещь – это авиаперелет. Билет из Казахстана в Америку стоил $800. Это был 2006 год, и ни у одного из этих ребят $800 не было. И поэтому им пришлось каким-то образом эти деньги найти. Ну что пришлось этим заниматься? Да, значит, один из парней был, опять же, то есть всемирным чемпионом по программированию. Он пошел на конкурс, да, то есть здесь тоже в Казахстане, который организовывала крупная американская компания. И в этом конкурсе он обыграл весь Казахстан и выиграл невероятный совершенно компьютер. Вот он выглядел таким образом, как будто бы инопланетяне, они вот спустились, да, то есть с небес прилетели сюда в Казахстан, привезли ему кусочек будущего и дали ему в руки. Но, представьте, он даже не смог открыть этот компьютер, даже не смог достать его из упаковки, потому что на следующий день ему пришлось прийти в школу и этот компьютер продать более участливому однокласснику для того, чтобы купить себе билет в Нью-Йорк. Ну, так и поступил. Мой второй друг, на самом деле, так мне никогда и не рассказал, что конкретно он сделал. Да? То есть были какие-то такие слухи, что он подозрительно хорошо играл в покер. И когда он уже приехал в MIT, его пригласили участвовать в одной из знаменитых покерных команд, да, которые приезжали в Лас-Вегас, за выходные привозили с собой $100 000. И он так послушал и сказал: вы знаете, ребята, я уже наигрался. Встал из-за стола и тихенько ушел. А 3-й парень происходил из скромной семьи в небольшом казахском поселке. И у его родителей были, ну, знаете, ну, настоящее село, да, то есть вот куры, гуси, утки, лошади, да, то есть такой настоящий Казахстан. Он приехал к ним домой и сказал: мам, пап, ну такие дела, да, то есть как-то Калтех ждет, чтобы нам такого сделать. И они сказали: ну что, сынок, у нас, конечно, есть 4 коровы. Каждая корова стоит по $200. Вот мы как раз их можем продать, и тогда можем тебе помочь. Так они и сделали. Продали 4 коров, жертвенных коров буквально, да, то есть на которые, соответственно, парень получил себе путевку в лучшую жизнь и полетел в Америку. Вы знаете, когда я услышала эту историю, она меня совершенно поразила. Да? То есть вот меня поразил даже не тот факт, да, то есть вот каких усилий это стоило ребятам. Да? То есть меня поразило даже не их совершенно потрясающий интеллект, да? То есть не их стремление к победе. Я безмерно их уважаю. Да? То есть, но опять же, меня поразили не обязательно именно эти 3 человека. Да? То есть я задумываюсь о сотнях, о тысячах людей здесь, в Казахстане, о миллионах людей по всему миру, которые не будут, может быть, или не занимаются в данный момент развитием современной науки, может быть, потому что кто-то из них не учился в хорошей физико-математической школе, а кто-то из них, может быть, просто у них не было 4 коров. Да, то есть поэтому основная миссия моей работы с моим проектом Адиан, про который я вам сейчас расскажу, состоит в том, чтобы помогать молодым ученым, да, то есть молодым талантливым ребятам реализовывать свой потенциал, да, то есть заниматься серьезной наукой, работать с профессорами и двигать наше общество вперед. Сейчас расскажу вам поподробнее.
Наш проект помогает университетам двигать науку вперед. Мы работаем с ними в основном по 3 направлениям. То есть в первую очередь мы помогаем университетам развивать проектную деятельность. То есть что это означает? Да, то есть в любом университете, в принципе, у вас находится большой профессорский состав, да, то есть у вас есть студенты, у вас есть профессора. Идея в том, что мы помогаем им сделать так, чтобы они могли действительно сконцентрироваться на своей работе, да, то есть для того, чтобы они начали действительно серьезные научные исследования. Дальше. Наш второй шаг – это серьезное партнерство. Современная наука – это не Исаак Ньютон, да, то есть который вот сидел у себя в садике, потом он решил выйти, да, то есть на улицу, присел под дерево, на него упало, соответственно, яблоко, и он изобрел закон тяготения. Так это больше не работает. Да, то есть для того, чтобы двигать современную науку вперед, необходимо огромные партнерства, да, то есть среди ученых в крупных университетах, да, то есть партнерство между этими университетами, да, то есть и также международные партнерства. Наша система также позволяет ученым найти друг друга, да, то есть понять, с кем им лучше всего работать и заключить, соответственно, продуктивные проекты. И с третьей точки зрения, недостаточно изобрести будущее, если его никто не использует. Поэтому наш проект также помогает академикам не только заниматься серьезной научной работой, но и внедрять ее на реальных рынках. То есть мы помогаем сделать так, чтобы инновации, которые у нас изобрел умный профессор в университете, чтобы они дошли до потребителя, да, то есть чтобы они были коммерциализованы, чтобы им нашлось реальное применение. Позвольте показать вам, как конкретно выглядит наша система. Да, то есть это электронная платформа, которая находится на adian.co. Да, то есть эта платформа на самом деле находится закрытой для студентов и профессоров тех университетов, с которых мы работаем. Идея в следующем. То есть на данный момент мы собрали совершенно гигантское количество данных о профессорах в американских университетах. То есть мы знаем о них, но, наверное, так можно сказать, что все. Да, то есть у нас есть данные о всех профессорах в Америке, у которых есть какое-либо федеральное финансирование за последние 10 лет. Да, то есть это гигантский объем информации. И получается так, что вот если у нас есть, например, люди, которые серьезно заинтересованы в конкретных разработках, да, то есть, допустим, вы занимаетесь кардиостимуляторами, да, то есть вам интересно, что происходит в кардиостимуляторах с точки зрения нанотехнологий. Вы можете, значит, отличненько зайти на наш веб-сайт и написать, что вы интересуетесь кардиостимуляторами и нанотехнологиями, и система даст вам список профессоров в университетах, которые являются крупными экспертами в этой области. Но опять же, просто получить этот список недостаточно. Да? То есть, может быть, вы тоже могли бы это сделать с учетом там, Google, с учетом чего-то еще. Наша система отличается тем, что мы можем вам сказать, чем этот профессор занимается прямо сейчас, в данный момент. Да? То есть, сколько денег на данный момент находится в его лаборатории, когда они начали конкретный проект, когда у них этот проект закончится, могут ли они, критически важно, что для многих из вас, принять к себе международного студента и начать с ними сотрудничество. То есть, поэтому идея стоит в том, что мы помогаем заключить не просто какие-то такие поверхностные связи, в котором университет, там 2 ректора подписывают какое-то соглашение, ничего не происходит. Да? То есть идея в том, что мы помогаем реальным людям найти настоящих партнеров, с которыми потом они могли бы начать заниматься научной работой. То есть конкретно с нашей стороны и с точки зрения технологии мы делаем 3 вещи. То есть в первую очередь мы собираем, опять же, гигантский объем данных. Да? То есть мы работаем с данными, которые предоставляются американским федеральным правительством, также с данными, которые предоставляются самими университетами об исследовательской активности профессора. Да? Дальше, после этого мы также используем алгоритмы для предсказания идеальных партнеров. Да, то есть, потому что, опять же, в основном мы помогаем студентам, которые пытаются найти себе научного руководителя, да, то есть либо профессора, у которого уже есть какие-то разработки, и, соответственно, они хотят найти человека, который мог бы им помочь эти разработки двигать дальше в будущее. Ну и в конце концов, то есть тоже мы занимаемся проектной работой. Вот в Америке есть такой термин, называется project-based learning. То есть идея в том, что если вы пытаетесь чему-то научиться, да, то недостаточно этого сделать теоретически, да, то есть нужно именно зайти в лабораторию, да, то есть и начать настоящий проект. И мы как раз занимаемся поощрением проектной работы. У нас есть глубокий опыт работы с американскими университетами. Наш проект начался в Гарварде, и изначальной задачей, которую ставил перед нами университет, была в том, чтобы помочь студентам, молодым совсем бакалаврам, заниматься научной работой. Мы начали анализировать, что же, собственно, им нужно, и идея была в том, что Гарвард – это, в принципе, огромный университет, да, то есть в нем очень большое количество ресурсов, очень большое количество профессорского состава, но довольно сложно разобраться в том, чем именно разные люди занимаются. То есть за один семестр, когда
мы начали работать в Гарварде, мы смогли удвоить количество студентов в самом их большом департаменте, которые начали заниматься научной работой. На основании этого мы также расширились в другие отделения, в MIT, в Boston College, University of Notre Dame и многих других университетов. И на данный момент мы работаем с 12 крупнейшими университетами Америки. И то есть, опять же, включаем данные о профессорах не только этих университетах, а вообще, в принципе, всех людях в Америке, которые сейчас обладают федеральным финансированием. Дальше наш проект получил также свое развитие в работе с корпоративными партнерами. Это новое для нас направление. Прошлым летом мы прошли через акселератор, который находится в Бостоне, который называется Mass Challenge, у которого было большое количество корпоративных партнеров. И выяснилось так, что американские компании в целом хотят работать с университетами. Им это интересно, но непосредственный механизм этого сотрудничества часто еще не определен. И университеты, в свою очередь, находятся в такой ситуации, что сейчас федеральное финансирование в Америке науки, в принципе, не очень сильно развивается, а в некоторых сферах оно даже падает. Это означает то, что университетам нужно научиться плодотворно работать с корпорациями, в основном в плане совместных исследовательских проектов. И наша система также может помочь им работать вместе. Как я вам сказала, это новый для нас проект, но у нас уже есть значительные успехи в этом плане, да, то есть мы работаем, да, то есть в том числе вот Эрдоган Чешмели, то есть это исполнительный директор GE Ventures, то есть GE это General Electric, крупная американская компания, и GE Ventures это корпоративный фонд, венчурный фонд внутри GE, который занимается тем, что он инвестирует, в стартапы, да, то есть, проще говоря, работа Эрдогана предсказать будущее. Он пытается помочь, какие новые технологии, какие новые реальные проекты вот сейчас выходят из университетов, что, соответственно, он может взять и да, то есть начать внедрять в свою работу в плане того, что делает GE, помочь им выходить на новые рынки. И вот Эрдоган, значит, считает, что платформа Адиан является таким мостом, который соединяет партнеров в области науки. И также я хотела бы рассказать вам в отношении непосредственных технологий, которые позволяют нам развить эту платформу. То есть наша платформа, как я вам уже сказала, собирает совершенно колоссальное количество данных о разных американских профессорах. Интересно то, что, вот, например, один из наших основных источников данных, то есть это данные о федеральном финансировании, вообще только начали предоставляться, то есть только вышли в доступ буквально только в течение 5-10 лет назад. То есть мы с вами сейчас, да, то есть многие из вас, насколько я понимаю, занимаются программированием, занимаются компьютерными технологиями, живем в совершенно интереснейшую эпоху, когда нам доступен огромный объем данных, которые мы можем использовать для того, чтобы понять, куда движется мировая наука. И, да, то есть, соответственно, в нашем случае членом нашей команды, да, то есть моим original co-founder, да, то есть являлся человек с дипломом в компутационной лингвистике в Гарварде, да, то есть и он помог нам разработать так называемый алгоритм, который занимается обработкой естественного языка. То есть фактически он может прочитать все проекты, да, то есть вот, которые у нас есть о профессорах, понять, да, то есть что конкретно люди пытаются разработать, ну и потом на основании этого, да, то есть предложить тоже людям из других специальностей, да, ну либо из этой же тоже специальность начать вместе с ними работать. Что еще может сделать наш анализ? То есть, как правило, большая часть исследований состоит в том, что люди в одной и той же дисциплине продолжают работать друг с другом. Да? То есть инженеры работают с инженерами, ну, потому что они так привыкли. Да? То есть экономисты работают с другими экономистами, ну, тоже потому что вроде как так хорошо и легко, но, может быть, с финансистом еще познакомиться. Да? Но современный мир так не работает. Для того, чтобы нам сделать новую инновацию, да, то есть необходимо, чтобы люди из разных областей, соответственно, объединялись в команды, чтобы они работали вместе. То есть поэтому наш проект также вносит очень важный вклад в междисциплинарные связи. То есть идея в том, что люди, которые занимаются экономикой, которые занимаются бизнесом, да, то есть которые занимаются реальными инженерными проектами, могут найти друг друга и помочь нам с вами изобрести будущее. И опять же, самое интересное, как мне кажется, что мы можем сделать с нашим проектом, вот именно с технической точки зрения, это действительно предсказать развитие мировой науки. Да, то есть, понимаете, как искусственный интеллект совершенно потрясающая вещь, то есть, потому что он может посмотреть на все эти данные, которые есть у нас, и начать думать, да, то есть о том, что, в принципе, возможно дальше. И с точки зрения анализа технологий, анализа науки, то есть вот мы видим, что, например, если мы можем посмотреть, какое количество инвестиций вкладывается в определенную отрасль науки, да, то есть, ну, как правило, это означает то, что, наверное, через какое-то время в этой области начнется большой научный прогресс.
То есть поэтому, понимаете, как, ну, конечно, предсказывать будущее в целом – это такая сложная и неблагодарная работа, да, то есть, но если это делает компьютер, то это вроде как не наша с вами проблема, да? А посмотреть интересно. То есть поэтому вот еще одно из тех направлений, которым мы тоже занимаемся в нашем чудесном проекте, это мы собираем отчеты, которые мы предоставляем компаниям и университетам, в которых мы пишем о самых интересных, самых инновационных трендах, которые происходят в конкретной дисциплине. Да, то есть, опять же, здесь мы можем рассказать им о том, какое количество средств финансируется в конкретной индустрии, ну и, соответственно, дать наши рекомендации в отношении того, какая технология, наконец-то, скоро, наверное, уже будет изобретена. Ну и, вы знаете, я не могу закончить мою презентацию без того, чтобы рассказать вам, что же случилось с нашими героями в самом начале, да, то есть, которые у нас, значит, полетели в Гарвард, MIT и в Калтех. Все, значит, двое из них вернулись в Казахстан. Мой друг Баур, вместе с которым мы учились в Гарварде, работает сейчас здесь, в Международном финансовом центре в Астане, и занимается, ну, фактически прогнозированием финансовых рынков, да, то есть определением финансовой политики для Казахстана. Дальше молодой человек с коровами, на самом деле остался в Калифорнии. Он сейчас работает там над совершенно потрясающими проектами с искусственным интеллектом. И 4 коровы, принесенные, да, то есть на алтарь науки, в принципе, свое дело сделали не зря. И еще у меня, на самом деле, есть фотография третьего из этих людей. Вы тоже, может быть, его узнаете. Он тоже вернулся в Казахстан, он работает здесь. И, вы знаете, меня очень радует именно то, что делает он. То есть его официальная должность называется «Бюро непрерывного профессионального развития». Да? То есть, ну, конечно, кто бы сомневался, человек, который серьезно занимается наукой изначально, да, то есть, наверное, будет хотеть заниматься этим всю жизнь. Но в том числе, да, то есть он основал организацию, которая называется FISMAT Endowment Fund. И на этой фотографии он со своими подопечными. То есть он помогает талантливым детям из Казахстана продолжать выигрывать серьезные олимпиады. В его случае по физике, да, то есть на республиканском, на всемирном уровне. Я думаю, что все у них получится и все будет здорово. Ну и, друзья мои, если мы с вами думаем, да, то есть о нашей основной миссии, да, то, конечно, наша цель с нашим проектом – это поддержать следующее поколение мировой науки. Сделать все, что мы можем для того, чтобы они помогли нам изобрести будущее. Чтобы они, ну и теоретически, конечно, и мы с вами тоже было бы хорошо, чтобы мы могли полететь в космос, чтобы могли изобрести лекарство от рака, чтобы могли сделать интересную жизнь. И самое главное, чтобы для этого не надо было продавать 4 коровы. Спасибо большое. Меня зовут Светлана Доценко.